В этом видео мы покажем, как подготовить семена томатов к посеву на рассаду в парник. Итак, сначала слегка перетираем семена пальцами. Дело в том, что после сбора и высушивания семена частично прилипают друг к другу. И таким образом мы отделяем семечки друг от друга, чтобы было удобнее их посчитать и отмерить нужное для посева количество. Дальше выбираем мерную емкость для семян. В нашем случае это обычная крышка с пластиковой бутылки. Набираем полную крышку перетертых семян, слегка встряхиваем и высыпаем семена горкой на ровную поверхность. Затем считаем, сколько семечек помещается в одной крышке. Чтобы упростить процесс, мы отделяем от горки примерно 1/8 часть и считаем, сколько в ней семян. Посчитали 1/8 часть, значит и результат умножаем на 8. Удобно отсчитывать семена кончиком ножа. Мы считаем семена парами, чтобы цифры были не слишком большими. Так меньше шансов сбиться при счете. В нашем случае в бутылочной крышке оказалось примерно 640 семян. Посчитали 1/8 часть, получилось 80 штук. Соответственно, в общем в крышечке 640 штук. Вот в такой семян. С обычной бутылки. Да, с обычной бутылки. Если собираемся сеять несколько разных сортов и семена каждого из них сильно отличаются размерами, лучше посчитать количество семян для каждого сорта отдельно. После этого считаем, сколько всего нужно семян каждого сорта. Мы сеем на рассаду преимущественно штамбовые сорта томатов. И нам необходимо, чтобы на одном погонном метре одинарного парника, то есть на участке земли между каждыми двумя дугами, взошло примерно 500 растений. Для нештамбовых сортов в 1,5-2 раза меньше. Путем простого умножения считаем, сколько всего планируется вырастить растений каждого сорта. Дополнительно учитываем проверенную ранее схожесть. Об этом смотрите подробнее в одном из наших предыдущих видеороликов. После проверки схожести мы знаем, во сколько раз меньше семян у нас проросло по каждому из сортов. Именно во столько раз нужно будет больше семян и посеять. Дальше считаем, сколько требуется бутылочных крышек с семенами каждого сорта. Эти цифры уже учитывают и сколько нам нужно растений рассады и схожесть. На всякий случай делаем небольшой запас, увеличиваем количество бутылочных крышек на 5-10%. Или просто слегка округляем все цифры в большую сторону. Чтобы не было обидно, если не хватит досеять буквально полметра парника. После этого готовим емкости для замачивания семян. Мы используем обычные стеклянные банки. Поскольку собираемся посеять больше одного сорта, пишем маркером название томатов на банках, чтобы не запутаться в дальнейшем. Дальше отмеряем семена, меряем бутылочными крышками, насыпаем по банкам, ориентируясь по названиям. Наливаем воду для замачивания и оставляем семена для набухания при комнатной температуре. Мы замачиваем томаты около 15 часов. Благодаря насыщению влагой семена всходят быстрее. Кроме того, набухшие семена удобнее сеять, они становятся крупнее и лучше чувствуются пальцами. Если необходимо, можно на этом же этапе добавить в воду какие-нибудь стимуляторы роста или микроэлементы. Например, немного марганцовки. Только немного. Большое количество марганцовки окрашивает семена в слишком темный цвет, и их очень плохо видно при посеве. Мы раньше много экспериментировали, но сейчас ничего кроме воды не добавляем. У нас и так все растет. После замачивания сливаем воду. Мы используем для этого небольшое пластиковое ситечко. Взбалтываем семена с водой, выливаем в сито и слегка встряхиваем, чтобы стекло больше воды. Дальше подсушиваем семена до сыпучести. Для этого мы выкладываем мокрые семена на газетную бумагу, чтобы сразу впиталась лишняя вода. Рядом ставим подписанные банки, чтобы не путать сорта. Либо пишем название томатов на газетах. Если нужно ускорить процесс подсушивания, можно семена периодически слегка перемешивать. Как только семена перестанут прилипать друг к другу и к рукам, пересыпаем их в банки с названиями сортов. Семена томатов полностью готовы к посеву. Их уже можно сеять, а можно накрыть крышками и несколько дней хранить в прохладном месте. Например, если резко испортилась погода, и чтобы семена не проросли раньше времени. На этом все. С вами были Евгений и Татьяна Гордеева.